Всем привет, друзья-боксерчики! И сегодня мы немножко расширим защиту корпуса. Начнем с самых простых упражнений, самых простых стоек, самых простых блоков, то есть каких-то вот таких вот вещей. Потому что боксер использует массу вариантов, чтобы защитить свой корпус. И постепенно будем углублять вот эту вот тему, потому что на ней все формируется, и очень много вопросов касаемо вообще защитных действий. И вот эта вот техника, это 70-е, 80-е годы. Это самый-самый пик и самый сильный расцвет советской системы подготовки боксеров. Причем система эта закладывалась больше как олимпийская система. То есть все очень качественно продумывалось. Поэтому прошу вас, понимать, что 70-е, 80-е годы – это прошлый век. И техника нынешнего бокса, она очень сильно изменилась. И масса вещей, которые, просто сейчас уже подзабыли, они очень-очень эффективные, эти вещи. И их реально надо прокачивать, прорабатывать, анализировать, заставлять боксера думать, чтобы он видел, понимал и знал точно, что ему делать со своей защитой и что идет дальше этой защиты. То есть постепенно через защитные действия надо привести к атакующим действиям, очень точным движениям. Поэтому здесь очень много скрыто то, что пригодится современным нынешним боксерам. Поэтому молодые тренера, то есть, возьмите себе это на вооружение. Это проверено целой эпохой. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Я надеюсь, вам понравится. Сегодня расширенный обзор защиты корпуса. Чтобы было понятно, парни, то есть вот с этого все начинается. То есть весь механизм бокса раскрывается по таким частям. Первое. В защите корпуса вы должны использовать свои ноги, свое тело и свои руки. То есть это полная модель вашей защиты. Ноги должны подчиняться движениям тела и движению рук. То есть все движения защиты должны быть рациональным. То есть вы должны прийти к такому убеждению, которое формулирует правильные движения. То есть, когда вы защищаетесь, вы атакуете. То есть, более выгодное положение должно быть вашей защиты. Поэтому, с точки зрения полной защиты, это, безусловно, ноги. Потому что движение, дотянись, выпрямись и подсядь. Как бы ты бил. Вот, второй рукой. О, сюда на синее. Вот, выровняйся. О, хорошо. Тянись. Видишь, вот это критическая дистанция. Все, дальше ты будешь сваливаться. Тебе самое главное ногой пройти именно на эту дистанцию. Вот смотрите, как работает блок. Система блоков. Это самая надежная и самая эффективная защита для новичков. То есть она формируется в первую очередь. И формируется она вместе с ногами. То есть, если вторую часть взять, когда вы защищаетесь блоком, атакуешь, подсаживаешься. То есть, еще сильнее. Во, второй рукой. Во, ведешь. То есть, выдвижение и напряжение. Тело уже готовится к удару. И поэтому вот эта система ближе ко мне. Бей. Во, сильней. Во, пошел. Напираешь. Когда вы сдерживаете удар, здесь напряжение работает. Вот теперь смотрите, что происходит. То есть вам вот это вот напряжение надо сохранить и провалить его в шаге. И вы начинаете вот это же движение уже растягивать его. Пробуешь сильно. Сильнее. Вот что делают ноги. Правильное положение корпуса
и ноги. Дальше смотрите, что происходит. Если это движение можно сделать, при этом сохранить первое – баланс, второе – рывок в обратную сторону. То есть на этой же базе вы будете формировать удар. То есть если вы знаете, что по дистанции вы его уже обгоняете, и вы на всякий случай защищены блоком, следовательно, это площадка и плацдарм для нанесения ответного удара. Правильно? Да. Медленно. Ну, как вариант. Это самое простое. Вот это посложнее будет. То есть движение упора и движение толчка вперед может легко пронести вам дорогу. Ноги выбирают угол удара вашей руки. Малейшее отклонение, и это уже удар. Малейшее. Причем там есть масса ударов навстречу. То есть это площадка защитная. Это защита корпуса. Поэтому, вдавливая руки, когда вы вдавливаете руки, вы должны уже предполагать, как с этого положения бить. Что вы будете делать? Какие у вас есть возможности? Что вы будете делать? В сторону, в сторону, в сторону. Наступаешь. В сторону. Можно даже, видишь, когда ты используешь уже блок, где-то подкручивать. Подсаживаешься. Твоя цель – корпус. Я заставил его идти и пятиться на его собственном ударе. Неудобно? Почему? Потому что назад приходится. Да. При всем при этом я постоянно в голове ищу выход для своего собственного удара. Передвижения на ногах должны быть вами освоены в первую очередь. Вот эта вот синхронность. Наступаешь. Поэтому и нужна вам мягкость в ногах. Потому что, отступая, вы можете уже угол для себя искать. И тот угол, который вам нужен. При этом защищая корпус. Где-то защищая все тело. Наносишь удар. Вот как тело себя ведет, помогая ногам. Из-за того, что я хорошо знаю направление удара, куда оно идет, ведешь. Я могу уже подработать корпусом, где-то прогнуть его, не используя ноги. И используя ноги. И если хочу где-то ответить каким-то из ударов, масса тут вариантов и для комбинаций, и для всего. Ноги помогают рукам. Тело помогает рукам. На шаге также можно соперника обводить. Я делаю не полный шаг, полушаг, чтобы вынести его. Дальше пробуешь дотянуться. Как работают руки. Вот система ваших блоков. Можно принимать на один блок с расчетом то, что вот этот будет работать на удар. Или вот этот. Ноги точно должны зайти по тот угол, в который я хочу, например, отрикошетить его. Давай один за одним. Минимально ты делаешь, наступаешь. Наступаешь. Можно даже одной. Что? Плотнее, плотнее, плотнее. Стоп. Возвращайся. Итак, смотри, в чем как бы суть. Если я могу реагировать ногой, рукой и телом в одном движении, атакуешь, то второй могу уже предполагать сразу ответный удар. И вот эту систему блоков
я могу уже подкручивать, уже зная точно, куда идет удар. Все блоком можно сбивать. Видишь, я телом помогаю. Я не делаю вот так. Так не делаю. Я вообще руку не отрываю. То есть для меня это блок. Это то же самое, что глухая защита. Наступаешь. Ну давай я расслаблюсь. Здесь тоже важны правильные напряжения, чтобы ты понимал, где ты сдерживаешь. И медленно делай. На каждый удар я могу подкручивать уже телом, точно зная, что я провалю соперника. И нога подстраивается, и тело подстраивается. Видишь? Вот теперь я освобождаю руки. Все, они у меня пошли в удары. Куда хочешь. Как хочешь. И ноги, и тело. Итак, поднимите руки. Первое, я наношу удар, вы делаете шаг назад и вжимаете. Молодец. Ближе ко мне. Ближе ко мне. О, собери. О. Собери. Шаг назад тебе надо сделать, ближе ко мне. Соберись. О. Спокойнее, спокойнее. Шаг назад. Шаг назад. Шаг назад. Шаг назад. Шаг назад. Смягчай. Смягчай. Видишь, ты сейчас что сделал? Да, смягчил ты. В таком случае, веди прямую. Если ты хочешь подогнуть, то здесь работает механизм рук. Вот так. Но никак не так. Есть, когда вот подкручивают телом. Когда реально крутят, чтобы где-то раскрыть. Но тоже можно делать с таким, как это сказать, нападением. То есть вы должны понимать, что здесь дистанция, на которой обрабатывается корпус, она средняя и ближняя. Очень глупо отсюда наносить удар. Но если только не вот так, чтобы как бы в виде финта изобразить его. Соберись. В твоем случае движение вот это все равно будет быстрее, и оно примерно по частоте будет попадать в удар. На ногу отваливай. О, шаг назад. О, вот оно движение. После этого он может наносить удар. Удар сюда. Сразу сюда ко мне. И раз, два. Ты пропустил. Соберись вот в это, не спеши бить. Раз. Не успел. Спокойно. Молодец. Спокойно. Видишь, далеко как оказался. Чего не хватает? Ног не хватает. Первое движение, ноги. Опоздал. Расслабься. Тебе можно, да, почувствовать себя. Итак, ты 100% знаешь, что нападение будет сюда. Верно? Сжимаешь. Единственное, что сжимаешь на себя. Шагом назад, ответ. Назад, ответ. Назад, ответ. Назад, назад, ответ. И вот это движение, ты его даже не увидишь. Назад, ответ. Что я сделал? Я провалил, безусловно, но надо поймать эту линию. 100%. Не успеешь. Соберись. Тело можно гнуть, крутить потихоньку, чтобы ты понимал, не подставляй эту сторону. Я просто покажу. Вот здесь. Ну, давай чуть-чуть. Чуть-чуть. Чувствуешь? Угу. Теперь в обратную сторону. Плечо выведи. Как ты сделал? Опусти руку. Опусти руку. Вот если сюда. Чувствуешь? Да. Чувствуешь? Да. Подставлять нельзя. Также вот эту часть. Также вот эту часть. Вынесут 5 секунд. Малейшее движение.
И все. Опасный удар в плечо. Сверху. Бойся его, да, загнул плечо, но вот эту часть для удара оставил. О, молодец. Поменяй ноги, так будет удобнее. Более агрессивная у тебя должна быть позиция. Движение простое. Хорошо. Молодец. Все? Чтобы не выставлял. Сжимайте, не стесняйтесь. Потом эта же модель у вас будет перерастать и в голову. Самое главное сейчас научиться правильно выходить, чтобы руки у вас не уходили от тела. Чтобы это не было вот так. Такое тоже есть. Фух. Разворачивайте, если вы можете. Вы должны понимать, руки прижаты. И здесь тоже сохраняется вот этот эффект пружины. Вы можете минимально двигать ими, но лучше всего двигать телом и помогать ногой. Хорошо. Готов? Хорошо. Молодец, упирайся. Упирайся. Он молодец. Спокойно, собери. Видишь, ты из-за того, что стойку неправильно разворачиваешь, лишаешь себя вот этого аппетита правой рукой. Еще раз говорю, опасное движение. Видишь, какой частью я вышел? Видишь? Вот этой. Вот этой. Вот этой. Не больно? Ну, нормально. Ну, нормально. Теперь то же самое. И все. Сожми, сожми, сожми. Боку разверни. Только не сильно раскручивайся. О. Еще раз, парни. 3 составляющих. Ноги. Руки. Но руки для того, чтобы бить. Чтобы вы всегда это помнили. Тело. Бьешь. Точно можно рассчитать движение. И если ты распознаешь удар, то ты уже можешь даже навстречу выйти и делать, ну, такие всякие уже фишки. Видишь, и почки нету. Сильно к сопернику боком становишься. Ты вот так становишься. Мой ни один неосторожный вот такой слепой удар. Травма. Смотри, как ноги работают. При атаке, чтобы начать, мне нужен точный угол. Видишь, я ногой ищу. Я могу по-всякому. Влево, вправо тянуть. Вперед и назад. При этом могу запускать вот этот механизм, чтобы удлинять или укорачивать. Вот он, видишь, механизм? Перекидываешь. То есть ты соединяешь как шаг, так и ноги. По корпусу. Вот чисто ногами делаю. Дотягивайся, если сможешь. Хоть весь растянись. Простые движения. Видишь, как рука помогает? Видишь, как тело упирается? То есть это можно, ну, так кисть травмировать. И простейшая как бы защита становится как бы уже частью твоего плана нападения. Это первая стратегия. Поэтому, чтобы правильно научить вас использовать это, надо, чтобы вы поняли основу защит. 3 столпа. Итак, первое. Ноги. Ноги точно направление знают ударов. Поэтому без практики, без вот этих вот вводящих, выводящих не делается. Сегодня мы показываем только одну маленькую фишку с блоком. Как из него выходить, как в него входить, что после него.
То есть вы, ну вот понимаете, то есть есть интеллектуальная часть бокса. То есть вот простейшая защита, просто подумайте, как далеко она может вас завести, когда вы размышляете, к чему она может привести. Небольшой поворотик, чуть-чуть на себя, точный угол удара. Минимум сил, максимум результат. Поэтому как бы задумывайтесь. То есть это не просто, да, там, ноги куда-то идут. То есть если я как боксер, я уже понимаю это направление, я уже точно ногу ставлю на удар. То есть нету такого. Чтобы с дальней дистанции ударить, ну, например, там или в печень, или в селезень, то есть обязательно должно быть такое подводящее скольжение, что он даже не успеет среагировать. И это движение можно делать с ударом. Как защититься? Оборону держи. Движение мгновенное. То есть вот в боксе оно идет вот такими этапами. То есть ты одну усваиваешь, за ним следующее, за ним следующее, за ним следующее. То есть не стоит скакать в первую очередь. И вот, ну, сегодня мы пока без челнока показали на одном шаге. В бою, когда у тебя 3 шага назад, 3 шага вперед, 3 шага в ту и в другую сторону, ты ограничен. То есть максимум, который ты можешь делать. И вот чтобы челнок на это движение поставить, то есть для этого уже надо как бы ноги максимально развить. То есть уже чтобы вот эти движения у вас были пулей. Чтобы движения были очень короткие, но буквальные. Чтобы можно было пользоваться этим. На эти вещи и ставится скорость. Уже на сильные руки. Поэтому сама механика проста. Просто под нее надо приспособить 3 вещи. Ноги, руки и тело. Линии ударов просматриваются только вот в таких упражнениях, разбирая каждое. Есть также защита корпуса одной рукой, масса сбивов, масса движений корпусом, где вчистую проваливают. Самое главное знать, где она работает. Для вас опасная дистанция – это ближняя и средняя. Там, где вы даже не поймете, что вас ударят. И угол удара. Если еще более-менее по прямой понимаете, то стоит чуть-чуть изменить угол, и уже все. Парни, если вы хотите что-то иметь, надо кем-то быть. Чтобы кем-то быть, надо что-то делать. Если что-то делать, делайте с малого. И вот это вот малое откроет вам дорогу. Потому что, безусловно, это, ну, как бы просто вводящее для вас, чтобы каждый из элементов и своего удара, и своих уклонов, наклонов, шагов, скачков уже, ну, точно регулировалось. И регулировалось уже вашим интеллектом. Потому что когда вот через такие вот упражнения проходят на самом деле и разбираются со своими всеми ошибками, начинают эти ошибки мгновенно замечать на сопернике. И если вдруг с вами боксер стоит в паре, и он вас дергает, и он видит, что вы машете своими руками необдуманно, точнее неосознанно, они не ваша бронь, они не ваша артиллерия, потому что они у вас дергаются. Все должно быть сохранено для удара, потому что точку можете поставить этим. Интеллект ваш, видя ошибку, начинает ее использовать в свою сторону. То есть где-то уже идется ложный, какой-нибудь такой хитрый, очень похожий на правду, или ударчик, или полуударчик, только для того, чтобы ударить там, где он точно дернет. Вот это вот бокс. И вот это вот, ну, надо как бы в себя постепенно вгружать на очень простых упражнениях. Еще раз говорю по поводу травматизма. Берегите себя, потому что ушататься можно, ну, за 5 секунд. Все мастерские тренировки проводятся на высоком контроле с точной дозировкой удара. Дозировка удара – это мастерская фишка. Если вы можете свой удар, не шевелишься, остановить буквально в миллиметре.
в миллиметре. Вот это фишка. Я могу смягчить движение, а могу вот с этого вот буквально мгновение сильно ударить. Импульс. Это тоже не просто так, это мозг, который, ну как это правильно сказать, для себя это решил. Он нашел это направление, он все рассчитал, во всем рассчитал. Вот что бокс. И вот это от тренировки к тренировке. На следующем занятии мы немножко глубже, еще точнее глубже, в эту тему углубимся. Потому что постановка защиты – это постановка удара. Как только ты поймешь, как защищаться, ты поймешь, как бить. Как только ты поймешь, как бить, ты поймешь, как надо защититься. И скорость, и силу точно зная по своему ресурсу. Понятно? Вот, на этом мы пока закончим. Ждите наших следующих серий. Мы все подробно объясним.